Привет, 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 песеры, с вами Морж, ну и, как я обещал, второе видео на сегодня, так сказать, наверстывая упущенное. В четверг нам завезли эпиков за ебалы в магазин ебальный, вы это, я думаю, все знаете, но, собственно, эти эпики меня вдохновляют очень даже слабенько. Так сказать, сделали, чтобы было, и, к сожалению, вряд ли кто-то из них пополнит ваш основной состав. Стоит ли их вообще брать, об этом я и хочу с вами поговорить в этом видео. Посмотрим прокачку, посмотрим, что стоит каждый из них. Ну и, само собой, конечно же, это даже не близко легенды какого-то более-менее известного европейского футбола. У меня вообще такое ощущение, что их добавили, потому что с Аталантой и с Монцей, собственно, у Konami партнерка заключена, поэтому, скорее всего, там в пункте партнерки нужно было, скорее всего, есть какой-то пункт, что вы должны добавить эпичных игроков от наших команд. И вот они таким образом это сделали, раздают заебалы, ну и сами понимаете, что хороших игроков здесь ждать не стоило. Как всегда, в описании в закрепленном комментарии полезные ссылки, моя телега с новостями, моя личка, чтобы задонатить с российских карт, ну и, собственно, чат, где вы можете пообщаться с единомышленниками. Ладно, давайте смотреть первого игрока, это у нас Лакапина, атакующий полузащитник, Монца, стиль атакующий полузащитник, стиль отличный, но 70 на первом уровне и 83 на максимальной прокачке, конечно, меня смущают. Давайте обратим внимание на правый угол. При 70 на атакующем полузащитнике он имеет 71 на ЛПЗ и 71 на левом нападающем. Но атакующий полузащитник на левом нападающем не будет работать, поэтому я считаю, что качать его нужно именно под ЛПЗ. Вот такую максимальную прокачку нам дает игра. При этом на левом полузащитнике он будет 84, а не 83. Итак, ну, в принципе, вменяемое ускорение, вменяемый пас низом и скорость дриблинга. Остальное, как вы видите, все в желтой зоне. При этом хреновейшая слабая нога. По навыкам удар, 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 пас касания, пас разрез, пас на ход, хитрость. Ну, вот не хватает каких-нибудь навесов для хорошего левого полузащитника. Так, на 10 у него тут поднимается скорость. Конечно, скорость и выносливость у него ужасающие. Что для атакующего полузащитника, что для левого полузащитника. Сжигаться он будет просто моментально. И, ну, давайте попробуем отсюда 2 стата убрать. Вот, до 8 хотя бы поднимем, опустим, потому что 9 и 10 стат уже по 3 очка. Это немножко дороговато. На 8 увеличивается ускорение. В принципе, ладно, согласен. Дрибла, но дрибла любому полузащитнику нужна, поэтому ладно. Пасы аналогично, удары, завершения ему добавляют. Но при этом, смотрите, реализация у него и так дно днищенская. Просто, ну, тут вообще говорить не о чем. Ее поднимать никакого смысла не имеет. И штрафные при этом тоже хреновые, поэтому удары мы тоже убираем. Причем абсолютно убираем. Ну, куда реализацию здесь выкачивать? Получаем 10 свободных статов. Но здесь у нас все уже... Ага, тут 2 еще в защиту улетело. Тоже убираем, конечно же, защита ему не пригодится. Итого 12 у нас статов, в принципе, мы можем что-нибудь поднять на 4, да? Или, допустим, борьбу в воздухе. Нет, борьбу в воздухе мы вообще трогать не будем. Мы можем поднять скорость на 4, например. Ускорение на 4, либо дриблу на 4, либо пасы на 4. И, наверное, я бы ему поднимал скорость, силу удара и выносливость, потому что они ужасающие. То есть я вот здесь бы выгонял в 12. Таким образом, вот все равно получается у нас 84 на левом полузащитнике, но при этом скорость хотя бы 79 и хотя бы 79 выносливости. Вот в таком варианте я бы его качал, если бы я, конечно, его брал. Брать я его не буду. Само собой, если ебалы у вас горят, вы можете посмотреть это в ебальном магазине, нажать сведения дополнительно и посмотреть, когда у вас заканчиваются ебалы. Вот, если они горят, то можно взять. Если не горят, то, ну, какой от него смысл, я, если честно, не вижу этого. Переходим к Перкассе, младшему Перкассе, да, это отец и сын. Ну и хочется добавить, вот честно, такое добавление от Konami вот таких вот эпиков такого рода, это знаете, как прицепить, точнее, даже не прицепить, а если Мерседес начнет выпускать Запорожец. То есть вот будет Запорожец, но со значком Мерседеса. Это, собственно, сам статус эпика, да, вот. Но при этом-то он запорожцем и останется. Ну, ничего с ним поделать не получится, так что... Что удивляет у этого правого защитника, конечно же, что у него нет стиля. У нас в 23-й части не так часто встретишь игроков без стиля. Занимает он позицию только правого защитника, поэтому тут у нас вариантов других и нет. Итак, много статов раскидываются они так. 8 в защиту, 4 в корпус, 13 аж в скорость
собственно, силу удара и выносливость, хорошо, но это очень дорого, ребят, сразу опускаем до 8. Вот, 4 в дриблу, 4 в пасы и вообще ничего в удары. Итак, что мы будем выравнивать? 16 статов у нас есть, я бы ему, ну, хорошая скорость это хорошо, но ускорение нам тоже пригодится, поэтому я хотя бы поднимал бы ему ускорение до 80 и баланс до 74, у нас бы оставалось еще 2 стата и хоть немножечко пытался ему выровнять пасы вот таким-то образом, чтобы пас низом и пас навесом хотя бы был 70-71. Все-таки правому защитнику это нужно. Остальное, наверное, оставлял бы. Опять же, брать этого игрока или не брать, само собой решаете вы, я брать не буду. Но опять же, если у вас не горят ебалы. Ну и старший Перкасси, самый высокорейтинговый у нас здесь товарищ. Тоже, к сожалению, у него всего лишь одна позиция, центральный защитник. И вот такая раскидка статов, сразу смотрим 14 в защиту. Спасибо, конечно. Давайте хотя бы опустим до 12 и 8 статов целых получим свободных. Значит, сила удара, выносливость, все говно, как и скорость. Корпус, ну игра головой 88 тоже не впечатляет, дриблу даже трогать смысла нет, пасы трогать смысла нет. Ой, реализация, ну, понятно, она ему не нужна. У нас 8 статов, можно вот, допустим, поднять ему немножечко силу удара и выносливость, либо ускорение, умение атаковать и баланс. Я даже не знаю, что здесь поднимать. Ну или все-таки вернуться, да, 2 стата добавить в защиту, но они будут очень дорого стоить. Не знаю, что бы я ему здесь поднимал, но давайте я бы поднял ему ускорение до 70 хотя бы, и немножечко все-таки добавил бы силу ног и выносливость. Точно так же он получился бы у меня 85-м, как и при обычной прокачке, но опять же, брал бы я его в состав, конечно, ребят, нет. Реально нам завезли шляпу, нам завезли Запорожец со значком Мерседеса и пытаются нам продать его за 5000 e-футбол поинтов, они же ебалы. Мне кажется, самый херовый улов из команды недели, и то смотрится лучше, чем эти ребята. Вот сделали, чтобы было, да, чтобы не приставали и, собственно, чтобы не плакали, почему клубы-партнеры, а от них эпиков нет. Ну, мне кажется, в таком раскладе лучше бы их на самом деле и не было. Вот такое мое мнение, вот такая моя прокачка. Пишите, брали ли вы их вообще себе в команду. Вот, интересно будет почитать, может кто-то из них прям скрытая имба, там великолепнейшая моделька, а я просто этого не заценил. Но мое мнение вот такое. Лучше не брать, лучше подождать кого-то получше. Хотя я сомневаюсь, что хороших эпиков будут выдавать за ебалы. Но посмотрим. Konami у нас ребята непредсказуемые, Konami у нас ребята конченые, поэтому от них можно ждать на самом деле всего чего угодно. И вот что самое интересное, у нас сейчас можно за ебалы взять легенд, да, у нас там был Кан, был Элбер, Коул, по-моему, да, Демичелес, в общем, если эти легенды лучше, чем вот эти вот ваши эпики, сильнее и так далее. Да, у этих единственный плюс это 90 на все стили. У легенд этого нет. Но легенды все равно приоритетнее. Та же форма Б, ну другой фон. Ну, Konami, вы действительно считаете, что это настолько важно, что люди будут вместо условного там 92-го, 93-го Кана будут брать вот этого вот товарища Лакопина с рейтингом 83. Я очень сильно, если честно, в этом сомневаюсь. Ладно, ребят, вот такой вот разговорный ролик. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо, что вы со мной. Лайки, комментарии бесплатные. На этом прощаюсь. Как всегда, Морж, как всегда. Пока-пока.